Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Warhorse, как и обещала, продолжает публиковать вкусные материалы по Kingdom Come Deliverance 2. В новом видео актеры, сыгравшие роли Индржиха и Яна Птачика, щупают и наблюдают за применением средневекового оружия. Параллельно нам показывают кадры использования этого самого оружия в игре. Во второй Kingdom Come наравне с мечами, топорами и булавами нам предстоит также размахивать копьями и алебардами. По-прежнему за своим вооружением необходимо будет ухаживать, дабы не затупилось и не поломалось. А в рукопашных боях теперь можно будет проводить захваты и обезоруживать оппонентов. В дальнем бою отныне разрешат использовать разнообразные арбалеты и однообразные ручные пушки. Естественно, они тоже потребуют особого ухода, причем если не следить за своим средневековым томмиганом, он может однажды взорваться прямо у вас в руках. Не знаю, как вы, а я прям жду не могу Kingdom Come Deliverance 2 4 февраля на ПК. Ну это я на ПК жду, а так вообще на PlayStation 5 и Xbox Series тоже выйдет. В следующем ролике разработчики расскажут о саундтреке. Студия Vivo Games, ответственная за красочный двухмерный рогалик Neon Abyss, анонсировала вторую часть. Нас снова забросят в ту самую бездну из названия, чтобы прыгать и стрелять, собственно, а что еще нужно? Сиквел порадует богатым арсеналом оружия, от сабли до смертоносных растений, отсутствием лимита для используемых предметов, так что создавать можно будет самые безумные комбинации. Героя будут сопровождать хэтчмены, существа-компаньоны, которые удвоят вашу огневую мощь. Ну и наконец в игре будет система веры, специальных очков, которые можно будет тратить на покупку мощных предметов и новых хэтчменов. Neon Abyss 2 стартует в раннем доступе Steam в 2025 году. Готика — это база. Готика бессмертна, в том числе благодаря своим преданным фанатам. Глобальная модификация Хроники Миртаны Архалос получила свежий трейлер расширенной версии, подсвечивающий ее основные ключевые моменты. В Архалос 2.0 появится хардкорный режим, новые квесты и сюжетные линии, больше возможностей кастомизации персонажа, дополнительные локации, новые предметы, улучшенный искусственный интеллект противников, больше случайных встреч и мини-игр, всеобщий ребаланс и много всего другого. Сроков релиза у версии 2.0 пока нет. Сама модификация бесплатно доступна в Steam и на сайте ModDB. Сообщество Wholesome Games провело трансляцию, посвященную теплым ламповым инди-играм. В подборке участвовало больше 20 наименований в самых разных жанрах, от головоломок до симуляторов жизни. Если хотите ознакомиться с полным списком, ссылка в описании. Winter Burrow — уютное приключение про выживание мыши в лесу. Чтобы преодолеть все трудности и вернуться домой, грызуну необходимо возвести себе убежище, собирать ресурсы, печь пироги, изготавливать инструменты и общаться с другими животными. Ждем в следующем году на ПК, Xbox и Game Pass. Loose Lagoon отправит игроков на архипелаг Лимбо, где главная героиня надеется найти своего пропавшего дядю. После себя он оставил гидроплан. Естественно, на нем мы и будем летать. Игра выйдет неизвестно когда в Steam. Построить светлое будущее можно будет в многопользовательском симуляторе жизни Loftia. Для достижения своей цели придется скооперироваться с другими игроками, вести хозяйство, заниматься ремеслом и исследовать заброшенные фабрики и другие биомы. Платформа Steam. Забавный космическо-экономический симулятор Starbirds предлагают освоить в следующем году авторы Dwarf Romantic. Умелые птички будут строить базы и добывать ресурсы на астероидах, дабы в дальнейшем покорить Вселенную. Выход в ранний доступ состоится в 2025. Еще один симулятор фермы, на этот раз в мире, населенном йокаями, ожидает нас в Tales of Sikuyu. А кроме сельского хозяйства, здесь мы будем заводить знакомства, дружбу, а может и не только дружбу, с местными NPC, исследовать окружение и раскрывать секреты острова. Ранний доступ откроется в новом году. Duck Detective The Ghost of Glamping продолжит историю утки-детектива из Duck Detective The Secret Salami. На этот раз сыщику необходимо разобраться с чертовщиной, творящейся в роскошном кемпинге. Выйдет в Steam в 2025. И последнее. Анонсировали головоломку River Town, в которой мы будем заново отстраивать речные поселения. Игра увидит свет также в следующем году в Steam, но уже сейчас можно пощупать демо-версию.
Четвертое по счету дополнение накатили на тактическую ролевку War Tales. DLC под названием The Skelmer Invasion открыла игрокам дорогу в королевство Арманс, которое страдает от набегов скелмаров. Мы должны возглавить ополчение и отбить местные баронства у варваров, а по мере отбивания необходимо будет восстанавливать разрушенные поселения, за что нам полагается ресурсное снабжение и поддержка местных жителей. Ключевым нововведением стала механика осады крепостей. Чтобы одолеть окопавшихся дикарей, придется прибегать к помощи катапульт. War Tales доступна на ПК, а в честь выхода DLC игра продается со скидкой 50% в Steam. Коллектив Dream Incorporated представил геймплейный трейлер пошагового двухмерного ролевого приключения Призма. Разработчики смешали яркий визуальный стиль с инновационными механиками, в частности с камерой главной героини. Она способна менять структуру самого мира, к примеру, гнуть траекторию полета снарядов или дробить один выстрел на несколько. Когда игра выйдет, неизвестно, а среди платформ указан только Steam. Русского языка не ожидается. Netflix выкатил трейлер второго сезона Castlevania Nocturne. Он продолжит историю Алукарда и Рихтера Бельмонта, которые пытаются остановить вампирскую мессию Елизавету Батори и не допустить воцарения Вечной Ночи. Хотя первый сезон был достаточно неплохо оценен критиками, рядового зрителя он не особо зацепил. Его ругали за качество анимации и чрезмерную политкорректность. Посмотрим, как ситуация изменится с выходом второго сезона, если изменится. А с новостями хорош, но далеко не разбегайтесь. На сайте stopgame.ru стартовало голосование за лучшие игры 2024 года в 33 номинациях, включая не только стандартные лучший экшен или лучший сюжет, но и наши специальные разделы вроде главного издательского кринжа или лучшие игры для бати. Залетайте, голосуйте и друзьям расскажите. Голосование продлится до 29 декабря. И за сим я закончил. Хорошего настроения и отличного вам дня!